канале Мира Ашит. Здесь мы вяжем и шьем интересные и необычные вещи. В этом видео мы будем делать переделки из старых джинс. Всего будет 3 серии. Юбка, сумка. И что будет в третьем, я пока не решила. Сегодня мы будем делать юбку. Погнали! Ну, собственно, вот. Лот номер 1. Первым делом я отрежу вот этот шов. Поэтому просто очень аккуратно, прям вдоль шва мы все это отрезаем. Смотрите, я, значит, сложила перед к переду, попа к попе. Они получились вот так. И теперь мне нужно от угла попы до угла переда ровно отрезать. Я беру линейку и провожу. Небольшой наклон у нас получается. Просто выравнивайте всю эту линию, чтобы она плавно от попы пошла к переду. Теперь с той стороны надо тоже поднять карман, чтобы мы его не отрезали. Положить еще раз все это дело, выровнять. Сейчас важно отрезать ровно. Режем. Отрезали. Итак. Вот эту историю нам нужно как-то выровнять. А зад сами посмотрите, чтобы он красиво получился. Его нужно как-то более плавно сделать. Нам вот этот треугольник сзади не нужен. Поэтому давайте его уберем. Просто зрительно нужно, чтобы у вас зад получился более плавный. Вы его и подрезаете. Мы сделали полоску, по которой примерно ориентируемся. То есть, ну вот представьте, у вас зад джинсовой юбки. У вас же нету такой торчащей вот этой штучки, да, на попе. Он у вас полукругом идет. Все, вы его условно полукругом. Видите, мы его красиво и прорезали. Давайте попробуем ее подрезать еще чуть-чуть. Да? Она же должна найти ровно. Нет. Еще надо подрезать. Ну все, в целом все окей. Смотрите, юбка у нас... И все, юбка у нас готова. Нет, конечно. Первая деталь готова. Сейчас я пойду ее померю, посмотрю, какой она мне длины, вам покажу, и мы продолжим дальше. Я скажу так, в целом, лет 5 назад меня бы все устроило, я бы уже осталась в такой юбке. Еще, знаете, карманы здесь, дырочки какие-то сделать, но мы шьем юбку интереснее, разумеется. Поэтому что, продолжаем. У меня есть 2 таких молнии, я делала переделку пальто. Можете у меня в инстаграме посмотреть. И от рукав остались молнии. От рукавов, ну, в общем, не суть. Она 14 сантиметров получается. Здесь разрез. Это как разрезы будут, мы их откроем. Я хочу сделать плессировку, но не трогая перед. Перед оставить прямым. Я от середины примерно 8 сантиметров с каждой стороны отсчитала, чтобы сделать ровно молнию. И сейчас нужно будет их закрепить, чтобы они не съезжали, чтобы мы на них ориентировались. Все, с этим мы определились. Теперь берем одну нашу штанинку. Мне нужно отрезать линию, какой будет у меня длины плессировка. Наверное, сантиметров 7. То есть мне нужно отрезать 8 сантиметров, потому что сантиметр будет еще загиб. Вдоль всей линии, которая есть, я откладываю 8 сантиметров. Ну вот, 8. Нам нужно будет их прочертить, чтобы у нас получилась полоса в 8 сантиметров. И отрезать ее. Дальше у нас остается вот часть. Здесь мы делаем то же самое. Тоже высчитываем 8 сантиметров и отрезаем, чтобы у нас получилась длинная такая лента наша.
Потом мы ее сошьем, и у нас получится вообще длиннющая лента. И уже вот эту длиннющую ленту мы будем пришивать. Эти вот кривики мы тоже отрежем. Нам нужно будет здесь ровно сделать. Ну, давайте пока отрежем саму ленточку нашу. Помните, когда мы штаны распаривали между ног? Вот там надо было ровно вдоль шва распарывать, чтобы вот эта часть ровная получилась. Так, теперь уголочки. Да. Все, одна ленточка у нас есть. Мы делаем из этой части ленты. Всего, что у нас есть, мы делаем ленточки по 8 сантиметров. Давайте, и встретимся потом. Итак, у меня получилось всего 4 кусочка, но ничего страшного. Мы будем пришивать молнию сначала. Я подмечаю, где у меня заканчивается молния. Вот здесь вот. И до этого места, не выше вот этой штучки, да, финальной, а вот до нее по прямой, вот отсюда я сейчас разрежу. И здесь я делаю то же самое. Вот эта штучка. Возвращаемся. Вот отсюда. Все, по прямой я режу с одной и со второй стороны. Вывернем наизнанку. Все, я вот, видите, вывернула наизнанку, но смотрю, по лицевому шву выравниваю. Ой, по лицу выравниваю. Ну да, по шву, вот по этой дырочке нашей. У меня здесь шов, вот он идет вот так вот вплотную к нашей молнии. Давайте, знаете, что я сделаю? Я сейчас прострочу вот эту сторону, а потом уже сметаю и прострочу ту. Ты сюда, а ты сюда. Ну ничего, я вам скажу. Мне очень нравится, честно. Но мне конкретно нравится. Сейчас я сметаю вот эту часть. Так, выравниваем по низу, чтобы у нас низ шел 1 к 1. Все. И дальше выравниваем молнию. Чтобы все шло одинаково. Мне уже нравится. Я вам скажу, господа, что получается. И неожиданно так. Ну, если честно, неожиданно. Ведь когда получается, когда не получается, кто знает. Погнали строчить. Назад, вперед, назад, вперед, и все. Теперь по такой же аналогии нам нужно пришить вот здесь вторую молнию. Давайте пришиваем, встречаемся и делаем наши оборочки. И это бомбическая шикарная юбка. Вот с таким разрезом нереальнейшим. С кофтой сеткой моей. У меня там есть мастер-класс по кофте сетки. Вот этот вот. Это все. Это отвал башки. Давайте делаем вторую молнию и творим дальше. Значит, на данный момент у нас вот так разрезы. Мы можем их застегнуть, можем расстегнуть, как нам будет удобно. Продолжаем дальше. Берем наши кусочки. Сейчас нам нужно их вместе сшить. Нам нужно по изнаночной стороне. Изнаночная сторона вот у нас, да? Мы так берем 2 кусочка. И аккуратненько по краешку их сшиваем. Дальше к нему пришиваем следующий. Смотрите, у нас готова наша лента. Теперь нам нужно ее пришить.
Если вы хотите, чтобы у вас низ лез, вы оставляете его так. Если вы хотите, чтобы он не лез, вы можете подогнуть ее и пройти строчкой. Все, она у вас будет ровная, нижняя часть. Я ничего с ней не буду делать, мне нравится. Это джинса, я люблю всякую бахрому, рвань, поэтому пусть будет. Теперь нужно приметать всю эту нашу историю, вывернув наизнанку. Здесь тоже главное, чтобы она была наизнанке. Мы будем сшивать вот так вот ее. Вот так мы приметываем. Нам главное сейчас приметать края, которые у нас к молнии. Вот он прямо от молнии начинается. И сделать то же самое с той стороны. Вот она у нас идет, идет, идет. Идет, 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 идет. Вот так вокруг, вокруг. И вот наша молния с этой стороны. Так, на начало, конец мы приметали. Теперь нам нужно развернуть все это назад. Ее ровно, чтобы она у нас нигде не перекрутилась. Проверить. Теперь мы находим у нее ровно середину. Если у нас вот шов, вот шов, вот шов, вот шов. И вот серединка ровно ее. И эту середину мы приметываем к середине. Таким образом, мы понимаем, сколько у нас остается лишнего материала на складке. Лучше не ровно середину к середине, а каплю сдвинуть швы, потому что машинка может не пройти, если вы на машинке шьете. Приметали. Теперь давайте бока. Из этой оставшейся части мы на боковину делаем плессировку. Уже методом проб и ошибок. Давайте кпереду сделаем, да? Нам же нужно, чтобы спереди было понятно, что у нас плессировка тут есть. В конце-то концов, да? Сложили вот так. И иголочка. Дальше. Вот здесь вот мы сделаем. Вот, смотрите, мы сметали одну сторону, по аналогии делаем вторую. Видим уже, какая у нас плотность должна быть, да, на этой рюше. И делаем с этой стороны все то же самое. И, соответственно, прошиваем. Сейчас сметаем и вместе пошьем. Давайте. Мы все сметали. Теперь нам нужно все это прострочить. И поехали. Где рюша у меня там застревает и туго начинает идти, я поднимаю, чтобы рюшу продвинуть, опускаю и дальше строчу. Вот я ее померила, и мне не нравится, как она выглядит. Мне нравятся сзади вот эти рюши. Вообще круто смотрится. Но мне не нравится вот эта часть абсолютно. Это я не отглаживала, оно не будет так торчать, оно вниз все уйдет. То вот эта часть мне не нравится. Я сейчас приметаю рюши сюда, вот такие же. Посмотрю, как это будет выглядеть. И, наверное, с ними и оставлю. Очень надеюсь, что у меня осталась ткань. Короче, сейчас посмотрим. Такая юбка у нас получилась. Мне она очень нравится. Посмотрите, как сзади красиво, да? Эти рюши сбоку. Если у вас нет молнии, вы можете просто сделать один ряд рюш, и это тоже будет очень круто. Молнии у нас расстегиваются. Это могут быть разрезы, если вы хотите. Могут не быть разрезы. Но, по-моему, она очень оригинальная, очень красивая. И такая прям девчачья-девчачья. Мы молодцы? До новых встреч! Я напоминаю, что в этой серии у нас 3 видео. Я буду делать сейчас сумку. И 3-е видео сюрприз. Я сама еще не знаю, что это будет. Просто решено, что это будет 3 переделки джинс. Поэтому переходите на канал и ищите все 3 видео.